Приветствую вас всех. Я продолжаю на своем канале осваивать все новые и новые форматы. Тем более сейчас камера это позволяет. Это первый ролик формата реакции. И я предлагаю с чего-то такого громкого начать. В свое время меня этот ролик очень зацепил. Потому что на данном ролике американский морпех. И мне очень удивительно было узнать, что такие люди в принципе есть. Тут, если верить, по-русски это звучит, что-то тут не сходится. Ну, там субтитры есть, поэтому я думаю, мы должны с вами разобраться. В общем, давайте поехали. А я в процессе этого все буду как-то комментировать, свою реакцию оставлять на происходящее. Погнали. What's up, my friends? It's Shane, the main reactor, back at you guys with another video today. To make videos and edit and do all of this stuff, and I'm just trying to work hard but yeah, I just wanted to stop in and make a video. As an American watching the media, I do watch certain medias from time to time just to see what they're saying, and I popped on CNN just to see what CNN was reporting on the Ukrainian-Russian operation, war, whatever people want to call it. Doesn't really matter. But yeah, the biggest thing I saw here was that Ukraine prosecutor general says they're investigating 5,800 cases of Russian war crimes. Yeah, that definitely makes me scratch my head, because it just makes me wonder, first of all, are you investigating your own war crimes? Because we've all seen... И если вы присмотритесь внимательно, то вот на заднем плане у него фотография, где вот он, собственно, ну я так понимаю, что он там служил, и он говорит про то, что... про военные преступления, про которые Украина совершает, и по его словам, да, но они их не расследуют, если я все правильно понимаю. Но давайте дальше. Очень удивительно это слышать от американца. War crimes portrayed by Ukrainians military. I mean, shooting POWs, torturing prisoners of war, killing civilians. Стоп, он точно с Америки? Он вот сейчас вот прямым текстом говорит, что Украина убивает мирных жителей и пытает военнопленных. Да вроде американец, американский флаг. Что с ним не так? Using civilians as a human shield is actually a war crime. A lot of people don't know that, but it is. And that's exactly what Ukraine is doing. So that to me is a war crime. But there's plenty others. Just go ask pretty much any resident of the Donbass area. They've been dealing with it for the last 8 years. There were plenty of, you know, the fire in Odessa. Пожар в Одессе, вот он только что сказал про пожар в Одессе, я думаю, 90% иностранцев даже не знают, где это. Во-первых, Одесса на карте, про какой-то, тем более про какой-то пожар. Я, конечно, постараюсь быть нейтральным, но вот он говорит такие вещи, которые, ну не знаю, может быть, он как-то, как бывший военный, что-то больше осведомлен, но он такие вещи говорит, которые я вот просто... серьезно? Откуда он мог это услышать? Я, конечно, знаю, что и наши новости что-то там тоже бывает наговаривают. Ну, например, говорят, что в сводках, что убито столько-то националистов, да, и так далее, и тому подобное. Но стоп, разве все военные на Украине не националисты, все прямо... из Азова, это, конечно, перегиб. Но вот он тут говорит такие вещи, откуда, серьезно, как? Просто то, что
подобная информация как-то доходит до туда, и он говорит, что вот это было. You know, I know Odessa's not the Donbass, but still, or maybe it is. I don't believe it is, but guys, let me know. I always assumed it was not part of the Donbass area, but I could be wrong. But either way, there's. Но все-таки вот он сомневается, что Одесса это Донбасс, не Донбасс. Ну, американцы, честно говоря, не знаю, насколько русские лучше географию знают, но в Америке вот очень много таких роликов на ютубе найдете, где у американца рядово спрашивают что-то такое, и он не может ответить. Been plenty of war crimes that were not done by the Russians, and the other thing is I'm just going to give you guys some information here. I expect everybody to draw their own conclusions. I'm not telling you one way is right, one way is wrong. I'm not trying to tell you even really my opinion on it. I'm basically just giving you the facts, and you guys can make up your own minds. But, yeah, I mean, this whole missile strike on the the train station in Kramatorsk. Вот, кстати, насчет удара по Краматорску надо отдавать себе отчет, что он не обычный американец, что он все-таки служил в армии, и он понимает, как это все происходит с точки зрения военной стороны. Я сам не служил, но давайте посмотрим, что он тут скажет. Anybody, especially with military experience, is gonna know the trajectory of this missile will tell you everything you need to know. You don't even really need to know anything else. What you need to know, the first thing that should have been investigated is where did this missile come from? Where was it fired from? It's pretty. I mean, it's scientific. Obviously, it ain't some average Joe out there just smoking a cigarette and looking at, yeah, it came from over there. You know, there's a scientific process, obviously, that's done. I would imagine some trigonometry, things like that, to actually figure out where exactly, or exactly, but which direction the missile was fired from. Now, this section here, I don't know if you guys can see my mouse cursor or not, but this section falls off the missile before it actually hits and detonates. It's the fuel for the missile. Once it gets near its target, it'll drop that, and then the projectile will continue on to the target and, you know, cause horrible damage, carnage. It's a horrible thing, especially the type of munitions that were used. However, if you can see my mouse here, I believe you can, right in the... Вот, что он говорит. Ну, помимо того, что он сказал, что банально не так-то трудно определить, с какой стороны прилетела ракета, даже не надо военным специалистом быть, то, что он говорит, банально можно вычислить траекторию. И на каждой ракете, вот он показывает на серийный номер ракеты. Я до сих пор, кстати, как я не пытался докопаться до истины, почему они написали на ракете «За детей», и он говорит про ракету. То есть у каждой ракеты, что-то мне подсказывает, что они номер ракеты не перебили, нетрудно определить по этому номеру, чья ракета и откуда она прилетела. Раз даже на этом фото видно этот серийный номер. Каждая ракета, она чья-то. И я не говорю про то, что он сказал, про направление, да, то есть ракета это такой припас, она, летит по строгой траектории, и от места падения можно
легко проследить, с какой стороны она прилетела. Это как бы она не возникает как-то сама. Front section of this missile, there is a serial number right where my mouse is. Now we do have pictures, closer pictures, so we can actually identify the number, the serial number on this missile. Now, the serial number is important for a couple of reasons. One, it's a serial number, so it's traceable, just like a firearm. You know, like you can trace where this missile pretty much came from. Вот он сейчас это говорит, что по серийному номеру можно определить не только ракету, но любое оружие и какая часть, откуда она взялась. Now, this missile was actually from the same batch as another missile that was fired. And forgive me, I don't know all the details on it, but it was 2015, I believe, in the Donbass area. And they have it recorded. They actually have a lot of the missiles that were fired indiscriminately into civilian areas by the Ukrainian military. They have a lot of these missile serial numbers documented, well documented. And it does appear, from all the information that we have, and they do, like I said, you can see the serial number on this missile in a different photograph that's closer up. Verified photograph. It's not a fake. And it... Вот он говорит, что это ракета из той же партии, что и в 2015 году ракета била по Донбассу. Ну, это все очень интересно. Если бы это рассказывал какой-нибудь русский там, в кавычках, специалист по военный, да, он рассказывал там, и нам было все понятно. Но когда это сидит нам, рассказывает американец, который сам служил в военно-морской пехоте, да, и вот он это рассказывает, вот это такая просто... It is from the same batch, which would lead people to believe... You again, I expect you to make up your own conclusion here, and I'm just giving you the facts. But you know, it could lead one to believe that it was, it's from the same batch as another missile that was known to be fired by the Ukrainian military. So, make up your own mind there. But also, the trajectory of this missile will show that the missile was fired from an area that was controlled by the Ukrainian military. This was not fired from the Russian-controlled area. So, and another thing with this situation, at least, is, anybody in the military or anybody who has military experience, when you start looking at this, if you can drop the whole... Well, Russia did it because Putin's evil. Russia, that's just... Вот он сейчас говорит, что эта ракета не могла прилететь с российской стороны, потому что даже судя по траектории, ракета прилетела с украинской стороны, подконтрольная украинским войскам. И вот он тут рассуждает, что зачем это русские сделали, потому что Путин злой, но это просто как невежество. И опять-таки очень странно слышать такую позицию, вот как бы, не знаю, от американца, еще и бывшего военного. И, это что-то очень, как говорится, такое неожиданное. Его бы многие там американцы, да ты не патриот, да ты не знаю, что они там в России бы сказали бы, что ты путинист или что-нибудь как бы в этом духе. It's ignorance. It's ignorance, basically. I mean, it's you have to actually look at these things, and we should all be looking at these things and looking at all the information that's presented from different viewpoints, and then formulating our own conclusion from it. Not just
eating up what's being told to us, what we're supposed to believe. You know, because they want us to believe a certain thing because it helps their narrative and it helps them achieve their goals. Um, but for me, it just doesn't make any sense. It makes no sense that, if it was Russia that fired the missile, why would they do that? It makes zero sense whatsoever. I mean, it makes. Вот он задает этот вопрос. Зачем России выпускать ракету по вокзалу? Даже у меня вот еще один вопрос, который интересует меня все 8 лет. Зачем украинские войска используют оружие против мирных людей? Какую цель они преследуют? Чтобы банально на кого-то обвинить, да, когда они вот эти вот мощности могли бы использовать как против военных и достигнуть какого-то чисто теоретически перелома. Хотя, может быть, это как бы моя позиция будет непопулярна, но я, как человек не военный, я не понимаю уничтожать людей, когда эти ракеты, они могут против танков, против каких-то инфраструктур военных. Я не понимаю это. Может быть, надо быть военным, чтобы понимать какие-то стратегические эти самые... Но я вот пытаюсь ответить на этот вопрос и никак не могу на него для себя ответить. Makes no sense for them to purposely fire at a civilian target with no... I mean, this is a professional military, guys. This is not the Azov Battalion, right? The Azov Battalion is a militia group that somehow got basically recognized by the Ukrainian military and now fights with Ukrainian military equipment and is actually a part of the Ukrainian military. This group does include Nazis. Вот он, как говорится, вот он только что называет батальон Азов не просто как бы украинскими военными, а нацистами и фашистами. Очень неожиданно слышать это все от американца. Я бы, конечно, где-то с ним поспорил насчет того, что украинские военные более как бы профессиональные, чем из Азова. Лично мне вот показалось, что все-таки в батальоне Азов как-то, наверное, все-таки там бойцы более подготовленные, чем регулярные украинские войска. Хотя я могу, конечно, ошибаться, и это мое вот такое личное впечатление, но хотя он военный, и он может видеть это со своей военной точки зрения. Fascist. Supposedly it's not the whole battalion. I don't know. I have my own thoughts on it, but again, I'm just trying to give you the facts, and you guys can draw your own conclusions. But Russia is a professional military. They have missions. They have a chain of command. From a mission standpoint, it would make zero sense for them to do this, especially since it was in the Donbass. It was in the Donetsk area, Kramatorsk. And these are mostly ethnic Russian-speaking people. These are the people that Russia actually came in to protect. These are the people that were begging Russia for help. Угу. Вот он что говорит, что российские военные, у них четкие приказы, и то, что они пришли этим людям помочь, а не убивать. И зачем им России наносить этот самый удар? Вот, как говорится, это не я сказал, это вот из уст вот этого американца.
and Russia came in to help them. So why on earth, for a number of different reasons, why would it make any sense, either militarily or just in common sense wise? It makes zero sense. And then they're gonna write something like, "Come on, this is clearly, to me at least, I know my mind immediately is like, oh, that's definitely a planted propaganda. Somebody's trying to make the Russians look bad." And that's really all of this type of incident does. It makes, to those that are just going to believe what the media is telling them, it makes Russia look really bad. Clear. Вот он говорит, что вот этот ракетный удар это просто все пропаганда, чтобы выставить Россию в плохом свете, чтобы ее очернить. Опять хочется, ты точно американец? Почему ты это все... Блин, я просто не могу подобрать слова, потому что такой контраст после того, что как бы вот этих ихних СМИ говорится, что у кого-то есть какая-то альтернативная позиция на эту, может быть, таких людей. Или, может быть, Америка началась уже просыпаться, когда вот начались такие изменения, которые каждый захотел как-то разобраться в этом, что есть не только та сторона, которой говорят тебе или мне по телеку, а есть и другие взгляды на это все, что не все так очевидно. Really, killing civilians is horrible. Children died. I mean, it's a horrible, despicable event, and опять-таки, вот он говорит про убийство детей, вот, и про кладбище, и аллея ангелов, что ли, это называется. Опять-таки, просто 90% иностранцев даже не знает про такое, что там целое кладбище. Кто убил этих детей? Ну, в отличие от меня, все-таки он в военной точке зрения более компетентен, но вот видно, что он все-таки из морской пехоты. Я не знаю, что и сказать. You gotta try to look at the facts and try to figure it out on your own. But based on the trajectory, based on the serial number being tracked, I can't believe that they didn't try to get rid of that serial number. And based on just military, missions that I've known about, and just the way that I know the military works, that's not an order anybody in their right mind would have given in the Russian military. I can't fathom it. What I could fathom, or what would make sense in the situation, would be that it would be something that was done by somebody else to try to make Russia look like they're killing civilians. So, again, do your own research on that. And one of the other big ones that's been in the news, of course, is Bucha. Так, он сейчас вот про события в Буче будет рассказывать. Тоже такая история очень неприятная, которую предписывают российским военным. Мне очень интересно Ивону позицию на эту на то, что произошло там. Что ты скажешь мне, американец? On Bucha as well. I mean, you just have to look. But there's plenty of stuff on the internet. But the one thing for me that completely, and it was like on day one that this happened, that they released, this, and I immediately was like, this doesn't make any sense. Something's definitely wrong here. This is the Bucha mayor.
This is him on March 31st, and he's telling everybody that Bucha was liberated from the Russian army. Now, he seems joyful. He says it's going to go down as like a great day or something along those lines. He mentions nothing about any type of bodies being on the ground, in the road. Вот он рассказывает про мэра Бучи, который вот, радостный, рассказал, что это большой великий день для Украины, то, что Бучу удалось освободить от украинских военных, и то, что он типа не рассказывал ни про какие разбросанные тела, то, что он вот такой счастливый, радостный. Для тех, кто из Бучи российские военные, насколько я понимаю, ушли, потому что накануне было соглашение вроде в Турции, и по нему Россия как бы ушла из Бучи еще откуда-то. И вот тут вот мэр обрадовался, сказал, что украинская армия освободила Бучу от российских военных. Пусть это так и остается. Но он вот всех поздравил с этим днем, и вот как бы ничего не предвещало беды, ничего. Я думаю, он не радовался, если бы у него сзади него трупы в мешках лежали бы. Mentions nothing about it. Actually is very joyful and says it's a great day in our history. So tell me how this makes any sense. The Russians have been pushed out of the city. Mayor makes a video. He's in a fabulous mood. Everything seems great. And then all of a sudden we have this report that there's bodies in the street and there's been this mass killing of civilians, and just doesn't add up. But let me see if we can play the video here. You guys can, again, make up your own minds. Дорогі друзі, шановна Бучанська громада, 31 березня віде в історію нашого населеного пункту всієї територіальної громади як день звільнення від російських. All right, so it's in Ukrainian, so I don't understand what he's saying. I'm sorry. I didn't look before I played this, but for those of you that do understand the language, I'll play the rest of it. Від російських окупантів нашими збройними силами України, наших населених пунктів. Тож сьогодні констатую, що You can see how happy he is. He's talking about, yeah, we liberated the city, the Russians are gone, but, you know, this is going to go down as a great day in our history. We thank the military. Not a single word about mass killings of civilians. And this is the mayor. цей день є радісний і велика перемога наших Збройних сил на Київщині, і ми обов'язково з вами дочекаємося і будемо все робити для того, щоб велика перемога була по всій Україні. Слава нашим Збройним силам України, слава Україні, слава кожному українцю, незалежно від того, в якому куточку України він зараз знаходиться. I don't know, guys. He seems way too happy to me. And you know for a fact that if what they're saying was true, and there were all these bodies everywhere, and it was just this grotesque scene that we see on TV, he would have mentioned that. Don't you think? Don't you think he probably would have mentioned that? I mean, if their whole goal is to... Ну, вот он сейчас после просмотра вот этого куска видео сказал, что, ну, если бы были бы тела уже на тот момент, как бы, много убитых, он бы не был такой веселый и радостный. Но кто их тогда убил? Bring to light these atrocities, seems to me that it must have happened after this video was shot. So again, you can kind of fill in the rest on your own, do your own research on it, but just doesn't make sense to me. I don't, I know for a fact that one of the orders of the Russian military is to
minimize or completely stay away from causing any type of civilian harm. They don't. I don't believe they want to do that. It's one of their missions. It's part of their mission is to not do types of attacks that are going to kill civilians. There are times that, yes, I mean, if they're being shot out of, an apartment building, or unfortunately, if the people that an army is fighting is using the civilians as human shields, there will be cases where civilians, unfortunately, are injured or killed in war. And it's horrible. It's sad. I don't like war. I don't like people dying, but it is a fact of war. And so I mean, it just makes no sense. And the other thing too, with the whole 5,800 cases of war crimes is, okay, well, it doesn't. It's Но вот он тут упомянул, что для российские войска есть единственный приказ, чтобы избежать всяческого вреда гражданским людям. И еще он говорит, что типа вы можете сами найти все недостающиеся фрагменты из этой всей истории в Буче. Ну, самый один из ключевых моментов это вот этот вот радостный мэр. Потом второй момент, я не помню, получается, 1 что ли числа, когда то ли украинская полиция не едут, нету никаких трупов, а потом уже 2 что ли, где-то апреля или 3 уже появились тела. Ну и то, что там они с белыми повязками. Вот тут он рассказывает про 8500 военных преступлений со стороны украинских военных, когда они убивали. Ну, я так понимаю, что он говорит про 8500, про 5800 дел против обычных граждан. То, что это пустая трата времени и нет никакого смысла. Ну, не знаю. Во времена Второй мировой войны был трибунал и так далее, тому подобное. Мне кажется, что... Нет, тут я с ним не согласен, конечно, то, что это пустая трата времени, что ничего не доказать. Все это документируется. Другое дело, что будут ли серьезно этим заниматься, или пустят на самотек. Я думаю, смысл все равно есть. И найти, и осудить. Хотя могут банально пострадать пешки. То есть, допустим, отдавал какой-нибудь генерал, полковник, там какой-нибудь там министр, да, какому-нибудь рядовому украинскому бойцу, то просто как, если он не выполняет приказ, его могут осудить там, и СБУ могут создать ему какие-то проблемы для семьи, и он был вынужден это сделать. Просто как бы это война есть война. Если ты это не делаешь, что ты изменник родине, преступник, или как там у них это, как это на Украине. И в результате этот министр уедет куда-нибудь там за границу, спрячется в какой-нибудь там Аргентине, Америке, и он не пострадает. А вот этот вот военный, хотя его министр отдал приказ, он выполнил, и он может так пострадать. Я с ним не согласен, что это как пустая трата времени и ни к чему это не приведет. Тут вот со многим я с ним согласен, и то, что он про Бучу говорит, и то, что вот он про вот эти вот удары точкой У, то, что как бы по самой ракете можно определить, кто выпускал и кто виноват. Это все достаточно очевидно. Но тут, конечно, я с ним расхожусь во мнении. It's a waste of time anyway.
for one thing, Russia doesn't recognize the international court, so they can't do nothing. I mean, it's basically just, it's really just a waste of time. You're not gonna try anybody. You're not gonna to actually punish anybody. Ну, вот он к чему клонит. То, что Россию не признают международные суды, и то, что типа как вот, как бы, то, что во времена Второй мировой войны, это, конечно, не очень как бы правильно это сравнивать, да, ну, я считаю, что зачем нам какие-то международные суды, какие-то могут быть локальные местные суды. Ну вот он считает, что вот эти военные преступления останутся безнаказаны. Ну вот такая у него позиция. Я считаю, что способы виновных можно найти и наказать. Чьи бы это военные не были. We all know that's the way it's going to happen. They're not going to go in and arrest, either Ukrainians or Russians, and it's just not going to happen. So I don't even know why. What they need is a organization that is completely separate, completely independent. It doesn't have bias, that can go in and investigate these things. But as far as trying people for war crimes, it's not gonna happen. I mean, the only way it would happen is, say Russia wins the war. They can try, whoever they want. Угу. Вот у него какая позиция. Это очень интересно. Он говорит, что единственный случай, при котором Россия может кого-то осудить, если Россия победит в войне, то она тогда может осудить кого угодно за любые преступления на своей территории. Да, вот интересная, конечно, позиция у него. И очень неожиданно это все слышать от человека, который служил в американской армии, несмотря на вот эти вот все потоки там фейков и очень сомнительных новостей, он вот это вот, как говорится, вещает через свой YouTube-канал. Многих, кто из России, за гораздо меньше просто блокировали каналы, и у них просто удаляли их. Очень неожиданно вот это вот слышать от американца. Нет, это было также бы неестественно, если Белый бы, к примеру, признавал вот эти вот какие-то все зверства, которые против чернокожих происходили там в 19 веке, да, или вот как бы что-то вот такое. Это бы тоже очень так странно казалось. Это просто диссонанс происходящего просто ретранслируется, и уже чисто за глаза многие говорят, да он, конечно, его подкупили, сказали, что говорить и так далее и тому подобное. Конечно, у каждого может быть свое мнение. Для меня это очень неожиданно. In Ukraine for war crimes or crimes in general, the country that's the victor, the country that wins this war is gonna do the prosecuting. But even if Ukraine won the war, they're still not gonna be able to prosecute, the Russian leadership. I just don't see how it's possible. Ну вот он говорит, если, говорит, даже Украина чисто теоретически победит, то она не сможет никого осудить из российского руководства. Ну, если вот предполагать, то по логике вещей, мне кажется, тут он, наверное, ошибается. Несмотря на то, что я из России, я русский, но
чисто теоретически, гипотетически, вот такое, если предположить, да, я уж просто самые плохие варианты, то за счет западной поддержки они тогда также смогут осудить кого угодно. Ну, просто, ну, наверное, не будет никаких преград. Ну, почти кого угодно. Может быть, там, кроме там президента там, или каких-то министров, а всех остальных, наверное, всех остальных-то, наверное, смогут. Как я вот тоже очень сомневаюсь, что Зеленский, что его кто-то как-то... Да он банально просто... Да все вот эти, как бы, наверное, большие люди в случае какой-то опасности, они просто, наверное, уедут. Как и во Второй мировой тоже немцы в Аргентину уехали. И это чисто мое мнение, это не говорит вот этот американец, но я вот как бы с ним в этом моменте не согласен, то, что как бы Украина не сможет осудить. Тоже Украина сможет осудить. Может, не самого Путина, ну, чисто теоретически, да, чисто теоретически. Давайте предполагать разные варианты. Сейчас такое время, что может быть случится все, что угодно. Я вот так вот лично считаю. Again, the Russians, they don't recognize the international court, so it means nothing to them. But yeah, I think there's way more behind all this stuff we're seeing in the media. It's pretty clear to me when I see it. I can pretty much see what's going on pretty instantly. I mean, especially with the railway station. I mean, heaven forbid, it was just a horrible situation. I feel horrible for all the people involved and their families, and you know, it's just a horrible thing to have to happen. But it did happen. But looking at the facts, and nobody talks about that. Nobody even stops and hesitates. You know, because it's, oh, Russia, of course Russia, you know, Russia would do that. It doesn't surprise me, you know, of course, oh, it's Russia. It's so ridiculous. It's just ignorant. It really is. It's so ignorant when it's pretty easy to tell if you actually look at these cases and you actually look at the facts that you're being taken for a ride, and it's sad. So arm yourself with information. Stop sitting there watching the news and think you know what's going on. Because the thing is, if you're sitting there watching CNN or, you know, any major news channel, you have no idea what's actually going on. Zero. And neither did I. And I admit that. I admit that to everybody. You know, before... Вот, интересный момент. Он тут рассказывает, что все, ну, все американские СМИ говорят неправду, если попытаться хоть немного разобраться, сразу понятно, что это не так. И он сам говорит, что он до 24 февраля не понимал, что на самом деле происходит. Опять-таки, очень это удивительно, я уже который раз повторяюсь, очень удивительно это слышать от американца. Такое ощущение, вот, знаете, он спал, у него пелена перед глазами была, в какой-то момент он раз такой и пробудился и стал видеть сквозь все вот эти вот потоки, которые просто со всех сторон вот этой информации, вот этой лжи и неправды. Он стал и, используя свой какой-то военный опыт, может быть, в том числе, и решил разобраться, и он совершенно другую точку зрения стал видеть. Просто вот жить в такой глобальной лжи, когда ты изо дня в день веришь в это все, а потом ты начинаешь просто сверху копнуть, посмотреть, и ты понимаешь, что это все воздушный замок, который просто тебе вот эта пропаганда тебя просто
старается как-то зомбировать и говорить, вот эти вот плохие, и только они вот просто садисты и тираны. Вот. Просто он как заново родился, вот такой термин я могу подобрать. Вот просто жизнь у него поделилась до 24 февраля и после. В принципе, для многих в мире, наверное, вот такой период стал до этого и после. Before February 24th, my understanding and my knowledge base around what was going on in the Donbass area was very, very limited. I didn't know much about it, and I'm very honest about it, and that's something that I'm changing in my life now, especially after everything that's happened, and I see what's going on in the media, and then I see the actual facts, and it's overwhelming. It's embarrassing, because now I'm like, man, oh man, I never realized, I guess, I just never realized how much we were being lied to. But, yeah. So, I think they should talk about it. They're trying to shut down and censor people that are bringing up this other side, even though people like me or other people... Вот, кстати, он говорит, что как же много лжи во всех этих СМИ и газет, которые там у них в Америке. И то, что они пытаются заткнуть всех, у кого есть какая-то другая точка зрения. Вот есть у них там один известный американский Скотт Риттер. По-моему, он тоже бывший военный. И это единственное место, где как-то там в Америке можно услышать какую-то альтернативную точку зрения. Может быть, еще где-то что-то есть. Ну вот Скотт Риттер даже и не только американцы, и многие русские как бы смотрят его на Ютубе. Хотя он, этот Скотт Риттер, он вообще ни разу не поддерживает Путина. Если там копнуть глубже, да, и посмотреть, что он до этого говорил, но у него тоже непопулярная точка зрения, он бывает каких-то там министров, не министров, каких-то вот политических людей Америки приглашать и позадавать им такие вопросы, он очень неудобное их положение ставит. Such as Scott Ritter. Yeah, I mean they're silencing, banning him, and he's not getting on and saying this side is right, this side is wrong, or any of that. Neither am I. We're just giving you facts. We're giving you a different side of the story that you probably haven't seen. If you watch mainstream media, you have not seen it, but it's very important. It's a very important part of what's going on. And you can't make an educated decision on something unless you have all the information. So they're trying their hardest to shut down that other side. They don't want you to have all the information. They want you to stay stupid, basically. That's their goal is, oh, don't worry about it. Just put it out on the media. They'll believe it. We need to keep them dumb. They don't want you to know all this, because if you do know, and we all know, I feel like there would be some outcry. So, yeah. Oh, I had to wear my Gagarin shirt today. It's April 12th. It's the date of... Ну что ж, ребята, тут он уже рассказывает про Гагарина, потому что там День космонавтики был, вот он в честь этого надел эту футболку с Гагариным. Надо, наверное, все-таки подытожить и что-то сказать вот про вот этого американского парня, военного, бывшего морпеха. Я очень во многом был удивлен. Ну, начнем с того, что как бы вообще вот то, что он говорил, я в принципе не ожидал услышать от американца, да, учитывая, что там происходит и творится. Но он просто вот утверждает, что
это не я опять-таки говорю, вот с увиденного, да, я, как говорится, постараюсь ретранслировать то, что я посмотрел. Вот он напрямую говорит, что все, что в американском телевидении и газетах пишут, это все ложь, и те, кто пытается какую-то другую точку зрения передать, их сразу начинают гнобить, банить и просто их называть, мягко говоря, глупыми людьми, которые не понимают, что на самом деле это все Россия виновата и так далее. Но он сказал, что вот он решил разобраться в этом всем и понял, что там все одна ложь и никакой правды нет. Кто пытается хоть что-то сказать другое, просто вот этот малейший ручеек правды затыкается. Очень-очень удивительно услышать было это от американца. Я вот, может быть, это уже начинается, люди начинают относиться к этому уже по-другому. Смотреть не только то, что вот с каждого чайника, с каждого утюга кричат, а что, может быть, это все не так очевидно, может быть, все-таки есть и другая точка зрения, и иностранцы начинают прислушиваться не к тому, что вот им вкидывают, да, как говорится, все вот это вот русские, они убивают там мирное население, они там, короче, у них там чуть ли не кунсткамеры, они там и так далее, и тому подобное. Возможно, это какой-то переломный ход уже начинается в этой информационной войне. Да, именно войне. Потому что если то, что 24 числа это назвать спецоперацией, да, то вот то, что в информационном поле происходит, это именно война. Вот это, собственно, вот это вот я увидел, у меня тоже как бы своя точка зрения, но я считаю, что вот такие парни, обычные американцы, это как показатель, что мир начал меняться. С вами был Андрей. Если такой формат вам зашел, мы будем еще что-то смотреть. Можете какие-то ролики кидать. Ну и да, очень сегодня длинный этот обзор получился. Так что пишите, что-то оставляйте, делитесь.